разомкнутое кольцо БРЭЛ, цитату, системный оператор по информации из главного диспетчерского центра системного оператора после размыкания сегодня странами Балтии линии электропередачи, сегодня это 8 числа, соединявших их с ЕС России, ОС Белоруссии и энергосистемой Калининградской области, рисков нарушения нормативного режима работы российских энергосистем нет. Чисто технически они вчера соединились, сутки проработали совершенно автономно, и на день сегодняшний начинается синхронизация сразу с двумя европейскими энергосистемами. СУЦТЕ, Центральная Европа, и Нордел, севера Европы, штаб-квартира в городе Осло. Осло, напомню, столица Норвегии. Норвегия в состав Евросоюза не входит. У энергетиков свой взгляд на границы, какие-то там экономические объединения, их интересует вот приблизительно то, что вы видите на экране. А давайте мы посмотрим на карту, на которой видно, почему надо делать оговорку про континент. Тут мы видим схему, что именно было разомкнуто. Это системный оператор ЕС России подготовил. Подписывайтесь на их телеграм-канал, он прекрасен. Много всего интересного про российскую электроэнергетику можно узнать. Вот. И давайте следующую карту, прям карту. Нет, еще более следующую, где так прям схематично. Вот. Здесь мы видим зону ответственности разных, условно назовем зоны ответственности, разные сети мы видим. Кстати, когда говорят, что размыкают с одной сетью, примыкают к другой, у них что, характеристики разные, частоты разные, что у них разное? У них синхронизация немножко разная, разные допуски по герцам, немножечко разная реактивная мощность. Я могу сейчас продолжать еще минут 15. 15 не надо, можно за 2. Ну, я приблизительно все и сказал. То есть, если до сих пор синхронизация осуществлялась совместными усилиями всех, кто входил в объединение, то есть Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литвы, то сейчас синхронизация зависит исключительно от тех 3 букв, которые вышли. Я имею в виду, конечно, Эстония, Латвия, Литва, не подумайте плохого. Это достаточно серьезная работа, это закупленная синхронизация, вообще вся процедура по пересоединению Балт-СО обошлась Евросоюзу в 1,6 миллиарда евро, из которых 1,42 это бюджет Евросоюза, остальное добавили молодые европейские тигры. У них нашлось на троих. Планы о выходе в БРЭЛ появились в 2004 году, то есть сразу после акта вступления в состав Евросоюза сразу начались мысли о том, что как бы нам выйти. Но чисто технически БРЭЛ – это на самом деле часть объединенной энергосистемы Северо-Запада, единой энергетической системы Союза Советских Социалистических Республик. Практически никуда трансформаторы не бегали, линии электропередач не перескакивали. Было надежно, было удобно. Каждая из стран-участниц задержала 150 мегаватт горячего резерва на случай аварийных ситуаций, отключений, плановых ремонтов и так далее. 150 мегаватт были сняты еще на тот момент, когда Литва отключила соединение с Белоруссией в связи с тем, что была введена совершенно неправильная белорусская атомная электростанция. Там электромагнитная волна не того фасону, она им не подходит. Так. Я сейчас... Борис иронизирует. Прекрасная электростанция. Всем понравилось. МАГАТЭ признала, что все прекрасно, все хорошо. Все наблюдатели признали, что все прекрасно, все хорошо. Но из Литвы они на нее посмотрели и сказали: погодите, в каком смысле? Почему это вы построили электростанцию? Уже она работает, а мы все еще обещаем, что мы ее построим. Это нехорошо. Это значит, у вас плохая электростанция. По количеству наблюдателей, которые побывали на строящейся белорусской АЭС, это, по-моему, мировой рекорд, там были все. Там на моем в блокнотике подсчитывал, было 18 открытых дней для журналистов, приезжали все, кроме литовцев. Литовцам не нравилось абсолютно все. Они боялись, совершенно правильно. Ты попадешь на эту страшную атомную электростанцию, тебя явно чем-то облучит. Это, во-первых. А во-вторых, тогда не удастся каждые полгода втюхивать очередные порции таблеток йода населению. Смех смехом, но если что, так не надо делать. Вот это их принимать можно только если прям знаете, совсем припекло. Так не надо. У них вполне приличные деньги на этом делают. Каждые полгода, или сколько они там, по-моему, раз в полгода они обновляют запас йода во всех аптеках. Почему бы и нет? Давайте еще раз глянем на карту, на которой блоками видно, что одна энергосистема, другая энергосистема. Нет, именно карту.
которую, да, Вот, вот, вот она. шикарно. Обратите внимание на маленький такой серенький участок слева от большого серенького участка. Называется этот маленький серенький участок Калининградская область. Он же эксклав. Собственно, давайте, как себя чувствует Калининградская область. Мне уже, правда, написали из Калининградской области, что все хорошо, все работает, все прекрасно, но пару слов о ней сказать надо. Все-таки она тоже несколько вот пострадала от происходящего, пострадала в больших жирных кавычках. 8 февраля 2025 года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. Энергетическая система Калининградской области была заблаговременно подготовлена к автономной работе. Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 гигаватта, что более чем в 2 раза превышает пиковое энергопотребление региона. В 2016-2020 годах в Калининградской области были построены 4 новых объекта генерации: Маяковская, Талаховская, Перегольская и Приморская. Прегольская и Приморская ТЭС. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Я замечу также, что кроме этого было создано подземное хранилище газа, был подогнан терминал для приема СПГ. На территории северо-запада Российской Федерации было создано среднетоннажное производство сжиженного природного газа. Ну, в общем, как-то, знаете, подготовились. В славном граде Сингапуре был построен судно-регазификатор «Маршал Василевский», который имеет возможность в Ленинградской области СПГ загрузить, добраться до того самого подземного хранилища газа, благо почти у берега, слить и обеспечить еще его так. На день сегодняшний транзит через Литву продолжается, договор заканчивается в следующем году, 10-летний. Есть возможность продления. Если кто-то думает, что литовцы могут взять и не продлить, в 2015 году они это сделали. В договоре есть оговорочка, если стороны не возражают, он продлен еще на 10 лет. Не надо не встречаться, ничего. Вот в 2015 году, когда шел вал крымских санкций, литовские энергетики сообщили, у нас возражений нет. Отлично, сказали в «Газпроме», и получили договор еще на 10 лет. Связано это с тем, что компания, которая отвечает за газовое снабжение Литвы, думает о газовом снабжении Литвы, а не о политике. Деньги за транзит идут, газовое хозяйство свое в порядке поддерживать надо, чего бы и не заработать. Но это к слову. Еще одно удивительное качество, вот, название пробрасывают этих электростанций, их действительно строили под лозунгом «Мы готовимся к чемпионату мира по футболу». Тогда как бы у нас были очень добрососедские отношения, но Владимир Владимирович определил Калининград как один из городов, где пройдут матчи финала чемпионата мира по футболу, ну и а вдруг свет погаснет. Поэтому на всякий случай построили 4 электростанции исключительно для чемпионата мира по футболу. 2 газотурбинных электростанции по 160 мегаватт. Вот та самая Пригольская, это, наверное, одна из таких базовых, почти 500 мегаватт, может работать на дизельном топливе. То есть вот Калининградская область готова ко всему, на всякий случай. И еще одна резервная, проверенно работает, если будет необходимость. Приморская, это угольная, 200 мегаватт. Характерная особенность. Все оборудование на них исключительно российское. Тоже даже не знаю, наверное, тоже из-за чемпионата мира по футболу. Турбина Может, еще один привести? Как-то прям хорошо влияет. Турбины от силовых машин, котлы, утилизаторы, разумеется, завод имени Орджоникидзе Подольска, генераторы с Урала, нет, турбина УТЗ, ЛСИП генераторы, то есть там ничего не остановишь. Никакие закладки там не работают, делалось это загодя. И действительно, проверки прошли, работала изолирована Калининградская область, все в порядке, работала изолирована Белоруссия в порядке, Россия в порядке, Россия и Белоруссия. У нас, напомню, межгосударственные линии 3 по 330 киловольт и 1 750, все работает безукоризненно, то есть нам вреда от этого точно нет. Как будут себя чувствовать прибалтийская энергосистема, с кем она, в конце концов, будет синхронизирована? Синхронизированно работать с 2 энергосистемами нельзя. Можно быть синхронизированным либо с ОЦТЕ, Объединенная энергосистема Центральной Европы, либо с Нордау, Объединенная энергосистема Северной Европы.
Но поскольку Прибалтика находится между, это слово такое, между, либо направо, либо налево, либо к умному, либо Красиво, красивому. да. Ну, а Прибалтика мечется, да. Я тут предлагаю посмотреть на понимание, ну вот, чтобы для понимания масштабов, что ли, происходящего, на объемы производства и потребления электрической энергии в Российской Федерации. Давайте мы вот посмотрим и скажем пару слов про поставки. В общем, вот здесь мы видим, сколько производит, это 24 год, если что, сколько в 24 году было произведено электрической энергии в России, сколько было потреблено электрической энергии в рамках ЕС России. И вот это точные данные, потому что предварительно были приведены в статье вице-премьера Александра Новака. Есть некие данные Росстата, это данные системного оператора. То есть той самой организации, которая не то, что один знак после запятой, но и если заглянете в отчет, вы увидите там 5 знаков после запятой, они знают все. Собственно, к чему это? Это к тому, что пошли сразу разговоры о том, что вот мы поставляли в Прибалтику, теперь мы не поставляем. Ну, правда, мы и в Прибалтику поставляли, и в Финляндию какое-то время поставляли. Поставляем в Китай, поставляем в Казахстан, много куда поставляем. И чтобы, мол, это потеря рынка, с одной стороны пошли разговоры, а с другой стороны пошли разговоры о том, что, ну, теперь Прибалтике конец, потому что дешевое, мне очень нравится вообще. Вот все, что мы продаем, оно все такое дешевое, что до неадеквата какого-то доходит, когда, знаете, есть некие рыночные условия, а когда про наши поставки говорят, тут дешевые, у нас очень дешевые. Зачем мы? У меня возникает вопрос, а мы зачем дешево продаем, если другие продают дорого? Вот, ну, просто мы зачем это делаем? С какой целью? Мы продавали нашу электрическую энергию в страны Прибалтики, Финляндию, исходя из биржевых котировок на Нордпуле. Энергобиржа Нордпул. С 2015 года наш государственный монополист НТРАО является членом этой энергетической биржи, и, естественно, все поставки шли вот так. Да, сейчас его дочки, как я понимаю, не осуществляют там коммерческую деятельность, а, как сказано в докладе Интеррао, занимаются защитой интересов компании. Вот. Ну, понятно, в текущих условиях коммерческую деятельность вести тяжело, но нам здесь важно что? Исходя из тех данных, которых мы сейчас привели, очевидно, что, ну, внешний потребитель, он, мягко скажем, не делает погоду для российских производителей вообще, для российского рынка вообще. То есть, когда вы потребляете точнее, производите под 1200 миллиардов киловатт-часов, а экспортируете чуть более 20 миллиардов киловатт-часов, ну, можно, конечно, расстроиться, если вдруг кто-то отвалится. Я могу сказать, что наверняка расстроились, потому что в 2021 году, когда начался энергетический кризис, вот эти небольшие по объему поставки в Прибалтику и в Финляндию денег принесли просто замечательное количество, поскольку... То есть мы поставляли, но поставляли в рынке. Удивительно, поразительно просто. Поставляли по правилам биржи Нордпул, поэтому результат был изумительный, если в деньгах. Поставки были прекращены в 2022 году. Летом Республики Прибалтики, не летом, в мае заявили, что они покупать больше не будут. Понять их можно, потому что была произведена такая тяжелейшая атака на всех на них. Сначала мы увидели указ Владимира Владимировича Путина «Трубопроводный газ за рубли». В это же почти время в Варшаве находился мистер Байден, который заявил, что намерен вернуть Россию в границы XIX века. Там заподозрили, что происходит что-то нехорошее. Возвращаться, и вот здесь рубли, и вот это все сразу, и они заявили, письмо пришло в НТРАО, что покупать электроэнергию за рубли больше не будут. Больше всех удивились, конечно, в НТРАО, потому что они всегда продавали за евро. И ни про какие рубли в указе президента речь не шла. Ну, бывает. Я бы тоже испугался, когда вот эти двое, один про рубли, второй про возврат Про границ 19 века. Ну, тут еще вопрос. 19 век. Какая часть 19 века? Там много интересных было событий, но это в передаче до нас рассказывают. Ну, заявить такое в Варшаве про 19 век, это да. Там тоже можно напрячься, да. Схватиться за сердце, можно сказать, как? При любом удобном случае говорите про 19 век. Теперь вернем немножко серьезного тона в нашу программу с тем, что поставки в Финляндию и в страны Прибалтики составляли, ну, где-то 5-6 миллиардов киловатт-часов.
это немало. То есть с точки зрения прибыли, особенно во второй половине 2021 года, все было прекрасно. Ну, потому что если у вас энергетический кризис, который в июне 2021 года начинается, электричество начинает дорожает, ну, вы же молодцы, вы все отдали на откуп биржи, так ведь должно все работать, рыночные механизмы, все такое. Вот, и тут неожиданно рыночные механизмы бьют вас по голове, по кошельку, по всем, в общем, наиболее стратегически значимым частям вашего организма. Вот, и на вас начинают зарабатывать, притом все поставщики, в том числе поставщики из Российской Федерации, которые поставляли электрическую энергию на общих экономических основаниях, на общих рыночных основаниях с другими поставщиками. По правилам биржи никакого шага в сторону. Вообще ни в коем случае. Как можно ослушаться? И лично, вот, на мой взгляд, главная проблема в этом отключении заключается в том, что снизилась энергобезопасность региона. Я тут 2021 год не зря сейчас упомянул, не только в контексте энергетического кризиса, но я напомню, в начале 2021 года произошла такая неприятность, что Прибалтика, получавшая электрическую энергию, в том числе и Швеции, услышала от шведов: ребят, мы поставлять не можем, нам самим сейчас не хватает, тут похолодало, а мы умные, мы закрыли свои угольные электростанции, поэтому почему-то установленная мощность электростанции у нас сократилась, вот, ветер дует плохо, поэтому ветрячки не крутятся, нам не хватает, мы своих потребителей просим не пользоваться пылесосами, а то, знаете, пылесос страшная машина. Шайтан-машина просто. Потребляет электрической энергии слишком много. Да, и лето жаркое было, водички А потом началось жаркое лето 2021 года. Атомные электростанции во Франции работают в крифе в кость. Гидроэлектростанции работают плохо. Ветряки не крутятся. Спрос на газ растет. Не растет кокос. Да. Видимо, лето 2021 года началось в понедельник. Шутки шутками, но ситуация начала 2021 года и продолжения 2021 года демонстрирует, что периодически природно-климатические условия складываются таким интересным образом, что вам лучше иметь поставщиков с трех сторон сразу, из России, из Скандинавии, со стороны Польши, там тоже есть вставочка, чем иметь двух поставщиков. То есть на день сегодняшний Эстония соединена двумя энергокабелями с Финляндией по дну Финского залива. Один не работает, но это такое традиционное у него состояние. Он в прошлом году не работал. Что-то там все время рвется. Непонятно что. У Латвии нет соединений ни с кем, кроме Эстонии и Литвы. У Литвы есть воздушная линия электропередач в Польшу, то есть из энергосистемы БАЛТ-СО в объединенную энергосистему УЦТЕ, и кабель в Швецию, то есть в объединенную энергосистему Нордел. Вот как-то так. Вот сейчас тут нам про рыночные условия задают вопрос. Я предлагаю на него ответить. Если что, вот с помощью QR-кода, который вы видите в углу экрана, можно задавать вопросы, писать комментарии, предложения, замечания. Мы даже постараемся отвечать и комментировать в ответ. Был ли в реальности в России случай после реформы РАО ЕС, когда крупный электропотребитель, например, в Москве, решил, что ему выгоднее покупать более дешевую электроэнергию от ГЭС в Сибири, чем у собственных ТЭС? Или с учетом потерь на сопротивление, оплаты всем дочкам Россетей по пути из Сибири? Это дороже априори. Это дороже априори. Даже в советские времена перетоки из объединенной энергосистемы Сибири в объединенную энергосистему центра не осуществлялись. Слишком велики потери. Начинали с работы по строительству линий электропередач на постоянном токе высокого напряжения, но не успели завершиться. Планировалось, что из Казахстана, с Экибастуза, постоянный ток пойдет в объединенную энергосистему Урала. Прервали. Таких дальних поставок у нас не было. В Китае есть в новых схемах и программах развития, утвержденных Министерством энергетики России, есть. Я надеюсь, что эти работы будут восстановлены. Это огромный такой пласт электротехнических направлений. Это нужно и научный институт поднимать. Может быть, энергосеть проект восстановится. Не будет только недвижимостью торговать. Большая, серьезная работа. Вот. Нашу стройную теорию, мою стройную теорию взяли и разрушили. 1 июня 2021 года, вторник, не понедельник. Хотя, казалось бы. Что касается биржи Nord Pool, я думаю, что только Интеррал, наверное, могло справляться с пониманием тех правил, которые там есть сейчас. У меня как-то выхода на VPN нет. Я позвонил приятелю в Прибалтику. Он зашел на указанный мною сайт, прислал мне в телеграм-канал снимочек. Вот на сегодняшний момент, вот когда идет подключение к
к объединенной энергосистеме севера Европы стоимость киловатт-часов в Финляндии и в Эстонии различается в 80 раз. Я не очень Ну, понимаю. это оптовые все-таки, Это наверное. оптовые, Ну, конечно. да. А то у нас зачастую берут тарифы, которые в Российской Федерации, сравнивают с какими-нибудь пиковыми значениями на опте в Европе, говорят, ну, видите, как изменится все. Им не поставляли по нашим внутренним тарифам, если что. Так, вот, на секунду. Ну, просто сам факт, что они входят в состав одной энергобиржи, а вот такая разница в стоимости, не очень понятно, в связи с чем. Ну, я не очень понимаю решение политиков прибалтики, которые решились вот на отсоединение, работу в автономном режиме, подсоединение зимой, то есть в период наибольшей нагрузки на энергосистему, помимо того, что не работает кабель, кто-то там его чем-то зацепил, или он там сам порвался, никто не знает толком, но к маю обещают отремонтировать. На минувшей неделе, в четверг, перестала работать одна из электростанций в Эстонии. Вот как-то одновременно со всем этим, вот это отсоединение, присоединение, ну, такое вот политическое решение можем поставить себе на память, так делать не надо. Если мы будем синхронизировать когда-нибудь объединенную энергосистему Востока и единую энергосистему России, не надо это делать зимой. Вот в период наибольшего спроса, наибольшей нагрузки, не надо этого делать. Это рискованно. Ох, скажите, пожалуйста, куда делась Игналинская АЭС в Эстонии? В Эстонии ее не было, она была в Литве, и она благополучно закрылась, потому что это страшная атомная электростанция, построена по тому же проекту, что и Чернобыльская атомная электростанция. Если вы, маленькая гордая страна, входите в Европейский Союз, то Европейский Союз делает вид, что весь Чернобыльский проект, он прям именно Чернобыльский проект. Сейчас вот Борис вот там вот за кадром сидит, в смысле Чернобыльский проект, вот, знаете, постукивая очками. Это страшно ужасно, их надо закрыть. Ну, закрыли все, и из нетто-экспортера страна стала нетто-импортером. Такова судьба. Ну, дело не в судьбе. Игналинская атомная электростанция относится... Это реактор РБМК-1000 третьего поколения. В Чернобыле был первого, то есть в разы более безопасный. Естественно, многократно проверялся. Просто вот от нас потребовали, мы сделали. Вот помнится, руководство Болгарии отказалось покупать газ за рубли, когда через 2 недели выяснилось, что кому надо, покупают. Там раздался... странная фраза от господина премьера: «А разве так можно было?» Вот такое же требование закрыть с советских времен атомные электростанции раздавались в адрес Венгрии, Болгарии. Те сказали: нет, если вы построите что-то, только тогда. Ну, А литовцы послушались. будем честны. Литве обещали, что им обязательно построят. В 2009 году стали закрывать атомную электростанцию. Вот уже 16 лет что-то строят. Что-то рядом... Что-то обещают. Просто вот Да. и тут тоже такая фраза. Вот Болгария и Венгрия отказались закрывать свои атомные электростанции. Из Литвы раздался вопрос: а что, так можно было? Да можно было. Ну, что сделано, то сделано. Атомная электростанция Игналинская никуда не делась. То, что ее вывели из эксплуатации, это неправда. Процесс продолжается. Продолжаться он будет еще лет 20-30. Никто никуда не торопится. Это атомная энергетика. Радиационная безопасность должна быть обеспечена. Выработку электроэнергии, да, прекратили. Выгрузка топлива из активной зоны реактора состоялась. Идет разборка самого реактора. Такая очень тяжелая, кропотливая работа.